Всем доброго времени суток. И у нас сегодня гадание, можно ли ему доверять. Гадание для тех, кто в отношениях, либо для тех, кто планирует с кем-то отношения. В любом случае вы можете проверить даже своих близких и друзей. Расклад будет на 6 позиций. Можете загадать сразу 6 человек и выбрать именно те карты, к которым вас тянет. И давайте посмотрим. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая позиция, пятая позиция и шестая позиция. Сконцентрируйтесь, не спешите. Я надеюсь, вы сделали выбор. Если еще не успели, поставьте видео на паузу и сделайте его. А мы начнем с первой позиции. Загаданный мужчина либо девушка видит вас как очень занятую личность. Настолько занятую, что мало уделяет внимания. Можно даже сказать, что с его либо ее точки зрения доверия нет к вам. Ему либо ей кажется, что в любой момент вы можете куда-то уйти. А по поводу чувств очень интересно. Знаете, это такой человек, как властная мамочка. Он любит все контролировать, очень грамотно манипулирует, говоря, что он вас направляет, либо наставляет на верный путь. И ему очень было бы важно, если бы вы рассказывали, что вы делали, где вы делали, как и с кем. Скорее всего, это очень ревнивый человек. И он свои какие-то плохие программы накладывает на вашу жизнь. Пока что у него есть планы на вас, на ближайшее будущее. Но, скажем так, несерьезные. У него такая уверенность, что как бы там что между вами не было, но в любом случае он всегда сможет с вами помириться. Через какой-то подарок, через какую-то яркую эмоцию. Ну, скажем так, найти путь к вашему сердцу. По данной позиции не стоит доверять загаданному человеку полностью. Особенно в каких-то важных вопросах. Потому что если выбор станет между вами и ним, то он, конечно же, выберет себя. И вторая позиция. А этот человек очень вами доволен. Но с точки зрения данных карт, вы слишком много для него выкладываетесь. Настолько много, что, возможно, уже где-то потеряли себя. Но загаданному мужчине, либо девушке, очень выгодна эта позиция. Потому что он ощущает себя в этих отношениях практически королем. И ему очень выгодно быть с вами, как минимум. И в ближайшее время он совсем не собирается куда-то уходить, либо как-то вас расстраивать. Я бы сказал, что у него отношения к вам построены на материальной основе. А также на будущее он строит на вас далеко идущие планы. Быть с вами вместе, хорошо и интересно проводить время и в целом вам помогать. По данному раскладу, загаданному человеку на данном этапе можно вполне себе доверять. И третья позиция. А тут загаданный человек в вас не уверен. Он как-то замечает или проанализировал и полностью уверен в том, что на вас огромное влияние имеет ваша семья. А он стоит где-то на втором, на третьем, либо даже на четвертом плане. И это очень сильно у него подрывает веру в себя, а также в вас. По чувствам, он, знаете, такой, он понимает, что если у вас есть ребенок, то для того, чтобы заслужить ваше доверие, то нужно заслужить доверие ребенка. То есть на вас нужно воздействовать через вашего ребенка, через вашу семью. А так напрямую пробиться никак не получится. Планы у него на вас есть, конечно же, но он знаете, как хочет сделать? Он хочет сделать так, чтобы он где-то пошел работать, либо зарабатывать, где-то уехал, а вы вот его ожидали, расстраивались, что он далеко, но в то же время занят и работает на благо семьи, так сказать. Он бы хотел, чтобы вы испытали то, что он испытывает, когда он на третьем, либо на четвертом месте. По данному раскладу это достаточно мстительная личность, будьте с ним аккуратны. Не скажу, что ему нельзя доверять на данном этапе, потому что он о вас думает и только за вас и борется, хотя каким-то очень странным методом, но сами видите, какая это личность. И четвертая позиция. В этой позиции он ни в коем случае не хочет вас терять. В любом случае вы должны присутствовать в его жизни. Вы знаете, вы для него как что-то, знаете, как приобретение, как что-то яркое, что-то интересное, что-то вдохновляющее. Как та часть жизни, без которой он в принципе не может, с одной стороны. С другой стороны, в чувствах у него присутствует к вам холод. Знаете, такое ощущение, что вы немножко поднадоели в отношениях друг к другу. То есть нужно взять какую-то паузу, либо не так часто встречаться, потому что тут идет очень сильное перенасыщение этими отношениями. Загаданный человек не строит на вас никакие планы, потому что в душе у него холод и на сердце тоже. Он не готов вас кому-то отдать, от вас отказаться, но в то же время как-то, знаете, развивать эти отношения дальше, что-то вкладываться, стараться он тоже не готов. Можно сказать, что на данном этапе у этого человека просто ледяное сердце. Так, давайте посмотрим следующего.
И это у нас 5-я позиция. А это, в принципе, неплохая позиция. Загаданный мужчина, либо девушка достаточно любящие, и те, которые будут заботиться. И сейчас то, что видит загаданный человек, ему очень все нравится и подходит. Знаете, есть и внутренняя какая-то семейная теплота. Возможно, еще какие-то домашние животные, которые вы вместе любите и заботитесь о них. Есть чувство поддержки друг друга. Знаете, что вы, знаете, как друзья, не просто как пара, но еще и друзья. Вы можете посоветоваться с друг другом, решить какие-то совместные задачи. Есть чувство, что вы не кинете друг друга. У загаданного человека также на вас есть планы, и он хочет вас чем-то удивить, что-то подарить, знаете, какую-то яркую эмоцию, чтобы вы радовались еще больше жизни, чем в данный период. Можно сказать, что эта позиция, в принципе, в этом раскладе, наверное, одна из лучших сейчас. На данный период эта пара очень крепкая и развивается очень правильно. И давайте посмотрим 6-ю позицию. Так, а тот, кто выбрал данную позицию, возможно, вы сейчас не вместе, возможно, вы как-то, знаете, редко встречаетесь, возможно, взяли какую-то уже паузу, возможно, вы снова встретились после паузы, либо берете паузы для того, чтобы возобновить страсть. Так вот, я хочу сказать, я не вижу по этой позиции каких-то, знаете, крепких отношений, но вижу какую-то дикую страсть. Это как, например, вы встретились, понравились друг другу, у вас было очень классное занятие любовью, а потом через какое-то время вы надоели друг другу, либо поссорились, и, знаете, разбежались, либо разъехались в разные города. Вот. Но эта позиция жаждет повторения. И я вам скажу, что если повторение будет, оно будет такое же бурное, как и начало. Потому что то, что вас связывает, а именно по чувствам, это огромная страсть друг к другу. И еще очень хорошо вы подходите друг друга физически, знаете. Загаданный человек не планирует каких-то резких действий, то есть, например, совместное сожительство, либо, знаете, развитие каких-то отношений, но планирует с вами дальше общаться, развивать вот это общение, возможно, даже на расстоянии, для того, чтобы снова сблизиться в будущем. Вот такая вот позиция. А по загаданной позиции не стоит доверять этому человеку, потому что, опять же, тут только страсть, это первое, а второе, у него очень большая контактная книжка, для него это все очень привычно, то, что он делает, и он делает это не только с вами, но, правда, вы сейчас на первом месте у него в этом плане, то есть у него такой девушки, либо мужчины никогда, в принципе, за все время еще не было. Вот. Но это то, что касается занятий любовью, а все остальное это не касается. Вот такой был расклад. Для тех, кто хочет записаться на мое личное гадание, пожалуйста, ссылки в профиле есть на соцсети. Буду рад вашим комментариям, вашим лайкам и в целом поддержке. От всего сердца желаю вам здоровья, прекрасной и настоящей любви, а также финансового успеха. Да будет так, уже так есть, быть любви и добру, дорогие друзья.